Дальвиния, принцесса дельфинов. Глава 3. Дилан управился с работой и шел домой. По пути он зашел в аптеку и купил лекарства для своей мамы. Когда он вошел в дом, то увидел, что мать лежит на полу. Она каким-то образом упала с кровати. Он отбросил пакеты в сторону и подбежал к ней. Поднял ей голову и стал легонько трясти ее, приводить в чувство. Она вдохнула и открыла глаза. Дилан выдохнул с облегчением. Мама была жива. Подняв маму с пола, он положил ее на кровать, дал воды и вызвал врача. Когда доктор приехал, он сразу осмотрел мать. Дилан рассказал ему, как обнаружил маму, лежащую на полу. Врач сказал, что ее нужно срочно в больницу. Дилан жестами объяснил маме о решении доктора. Мать согласилась, и они отправились к машине скорой в больницу. В госпитале маме сделали все необходимые анализы и обследования. Доктор оставил ее, чтобы понаблюдать за ее состоянием. Ей поставили капельницу, и она уснула. Дилан вышел на улицу и отправился по набережной в сторону небольшой пристани, где была пришвартована его лодка. В последнее время его маме становилось все хуже и хуже. Лекарства уже не помогали, и он очень сильно переживал за нее. Ведь у него, кроме матери, больше никого не было. Отец со своей командой попали в сильный шторм, и весь экипаж рыбацкой лодки погиб. Он тогда был еще подростком. Дилан стоял на причале и вглядывался в водную гладь. Раздался крик дельфина. Он присмотрелся и увидел, как дельфин выпрыгнул из воды и громко крикнул, словно приветствовал именно его. Дилан улыбнулся. В памяти всплыли моменты, связанные с этими животными. Он вспомнил, как недавно спас запутавшегося в сетях точно такого же дельфина, и как стайка умных существ помогла ему не сбиться с пути, указывая дорогу к берегу. В тот день был очень хороший улов, и если бы не они, то его команда потерялась бы во время шторма. Он подумал: правду говорят старые рыбаки, дельфины могут быть друзьями. Кажется, не только они отзываются на теплоту, но и сами готовы помочь человеку. Любое существо на земле умеет отличать добро от зла. Дилан постоял еще немного, развернулся и вернулся в больницу. Дальвиния отправилась за магическим пламенем в глубокую впадину. Там было темно и страшно. Звуки, голоса раздавались отовсюду, но она погружалась все глубже и глубже. Наконец принцесса увидела свет от пламени. Оно выходило прямо из расщелины, образовавшейся на дне. Пламя вырывалось из недр земли. Не успела она сделать еще одно движение, как появились злые мурены, охранявшие магическое пламя. Дальвиния юркнула в сторону и спряталась за выступающий черный риф. Она стала наблюдать за ними. Они были слепыми и реагировали только на движение в воде. Принцесса подумала: одна я не справлюсь. Нужно, чтобы кто-то их отвлекал, и тогда я смогу пробраться к магическому огню. Она тихонько, не создавая сильного движения, стала всплывать. Она медленно поднималась, и тут вдруг, о чудо!
Весь красный коралловый риф осветился розовым светом. На нем расцвел красный магический цветок. Это была огромная удача. Она подплыла к нему, аккуратно взяла и вложила в саше. Дальвиния позвала на помощь своих друзей-китов, с которыми она поддерживала связь, объяснила им, для чего это нужно, и они согласились. Все вместе они опустились в глубокую и темную расщелину, добрались до пламени. Как только мурены выскочили из темноты, киты отвлекли их, а Дальвиния подплыла к огню и взяла небольшой язык магического пламени, спрятала его в своем тайном мешочке. У нее уже было 2 ингредиента. И тут Дальвиния вспомнила слова черепахи про слезу сирены. Принцесса тут же отправилась к ней. При виде принцессы сирена с восторгом произнесла: «Моя прекрасная кузина!» — воскликнула она от радости. Сирена очень любила Дальвинию. «Я тоже тебя рада видеть, моя сестренка!» — сказала принцесса, и они обнялись. Сирена спросила: «Почему ты без своей компании?» «У меня есть кое-какие дела, и я должна это сделать одна, без друзей». «Ну, выкладывай, что там у тебя за тайна? Мне ты можешь рассказать любой свой секрет, ты же знаешь, он умрет вместе со мной», — сказала Сирена своей двоюродной сестре. Они расположились в покоях Сирены. Та приказала слугам принести чего-нибудь поесть. Обе устроились друг против друга в креслах из серебряных ракушек, и принцесса стала рассказывать. Когда Дальвиния закончила свой рассказ про своего отца-короля, Сирена заплакала. Из ее глаз потекли слезы. Принцесса поднялась и подошла к своей кузине, обняла ее крепко и вытерла ей слезы. Последняя слеза сверкнула в ее руке, и она вспомнила, что ей также нужна слеза плачущей сирены. Это был еще один составляющий ингредиент. Дальвиния другой рукой достала свой тайный мешочек и спрятала в него слезу. Как трогательно и печально, что король прошел такие испытания. Я очень не люблю, когда любимые разлучаются друг с другом. Сирена немного успокоилась, а Дальвиния спросила ее: «Теперь, когда ты знаешь о том, что я не родная дочь короля, ты отвернешься от меня?» «Что ты такое говоришь? Я люблю тебя с самого твоего появления во дворце. Я всегда была рядом с тобой. Ты для меня моя младшая сестренка, которую у меня никто не отнимет». Дальвиния крепко обняла свою кузину и спросила еще раз: «Ты поможешь мне проникнуть к магическому источнику? Я знаю, что твоя бабушка знала все песни древнего океана и умела издавать из морских раковин любую мелодию». «Конечно, помогу!» — с радостью в голосе произнесла Сирена. «Тогда нужно отправляться немедленно. У меня мало времени», — сказала принцесса. «Хорошо, я сейчас возьму бабушкину раковину, и мы отправимся». Сирена достала из старинного сундучка красивую раковину и заиграла на ней. Перед ними в пространстве появился путь к этому лабиринту,
из высоких коралловых скал. Она прихватила с собой губку, и обе поплыли к этому указанному пути. Когда Дельвиния и Сирена подплыли близко к этим величественным рифовым скалам, какая-то невидимая сила оттолкнула их назад. Сирена тут же достала морскую губку и протянула ее принцессе, а сама взяла бабушкину раковину и обратилась к кузине. «Заткни этой губкой свои уши. Я скажу тебе, когда можно будет плыть к лабиринту». Дельвиния все сделала, как велела ей Сирена. Сирена приложила к губам раковину, и из нее послышалась удивительная волшебная музыка. Сирена запела бабушкину песню. Из рифовых скал показался невиданный зверь. Он приблизился к ним и, как ласковый котенок, остался у ее ног. Сирена продолжала петь. Зверь зевнул и стал засыпать. Кузина локтем легонько толкнула принцессу, и та повернула к ней голову. «Пора! Скорее плыви к источнику! Пока я буду петь, он будет спать, но если он проснется, нам не сдобровать!» Принцесса, что есть мочи, поплыла по лабиринту. В этот момент в ее мешочке засветилось пламя, и она достала его. Держа огонь в руках, она быстро нашла дорогу к источнику. Зачерпнула немного воды в стеклянный сосуд, который она предусмотрительно прихватила с собой, и быстро направилась к выходу. Из раковины разливалась умиротворяющая мелодия. От этой волшебной музыки и песни сирены засыпал любой, кто находился рядом. Чудовище продолжало спать, но это было ненадолго. У них было мало времени. Сирена прошептала: «Плывем отсюда быстрее, он сейчас начнет просыпаться». Они обе поплыли прочь, что есть сил. Как только они оказались в безопасности, Дельвиния остановилась, Сирена тоже остановилась и огляделась. «Ну все, мы теперь далеко от этих рифов», — выдохнула она. Принцесса обратилась к своей кузине. «Я очень благодарна тебе, моя дорогая сестренка, но дальше я поплыву одна. Мне нужно увидеть кое-кого. Когда я вернусь, я все тебе расскажу». «Хорошо», — ответила Сирена. «Только будь осторожна, береги себя». Они попрощались, и принцесса поплыла к берегам, куда звало ее сердце. Путь ее лежал сквозь безбрежные просторы Атлантики, туда, где солнце обнимает волны, и течение ведет ее к берегам судьбы. Через экватор под музыку волн она приближалась к теплой земле, которую звали Бразилией. Продолжение следует. Мои дорогие друзья, я приглашаю вас в следующую главу, где начнется раскрываться тайна рождения Дилана. Лайк, подписка, комментарий будет служить вашей благодарностью. Я стараюсь для вас, и я всегда рада вам.